Всем привет! Вы на канале T-Stone. Сегодня у нас особенный эпизод, посвященный одному из самых волшебных и загадочных драгоценных камней – изумруду. Изумруд – это камень, который собой воплощает невероятную природную красоту и удивительную историю. Давайте погрузимся в этот мир и узнаем несколько интересных фактов о нем. И как всегда в начале, попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Приятного просмотра! Изумруд – это драгоценный камень, который имеет насыщенный зеленый цвет и принадлежит группе бериллов. Его чудесная окраска происходит из-за наличия ионов хрома и ванадия в составе минерала, а химическая формула такая же, как у аквамарина. Наряду с сапфиром, рубином, алмазом он относится к первой группе драгоценных минералов. Изумруд образует кристаллы в форме шестигранных призм, напоминающих карандаш. Эти драгоценности формируются в горных породах и требуют миллионы лет для своего образования. История происхождения этого камня очень интересная и древняя. Существует несколько версий о том, когда и где был открыт первый изумруд. Одна из основных версий гласит, что изумруд был известен еще в Древнем Египте, где он считался священным камнем богини Изиды, символизирующей плодородие и вечную жизнь. Египтяне добывали изумруды на специальных копьях, которые назывались копья Клеопатры. Они разрабатывались с 1650 года до нашей эры по 18 век нашей эры. Другая версия утверждает, что изумруд был открыт в Индии, где он назывался Мараката, что означает «зеленый», и его начали добывать около 4000 лет назад. Индийские изумруды были очень ценными и использовались для изготовления ювелирных изделий, а также для магических и лечебных целей. Эти изумруды имели разные оттенки зеленого цвета и часто содержали включение других минералов. Еще одна версия связывает происхождение изумруда с Южной Америкой, где он был обнаружен испанскими конкистадорами в XVI веке. Они увидели, что местные индейцы носили на шее огромные изумруды, которые они считали священными камнями и дарили друг другу в знак дружбы и уважения. Испанцы были поражены красотой и размером этих камней и стали скупать их у индейцев за золото и серебро. Южноамериканские изумруды были самыми качественными и насыщенными по цвету в мире. В наши дни месторождениями изумрудов славится Колумбия. Среди них выделяются рудники Муса и Чивор, на которых добывают лучшие камни. Встречаются зеленые бериллы и в Бразилии, США, Индии, на Урале, в Южной Африке, Австралии, Пакистане, на Мадагаскаре и реже в Европе. Изумруд обладает богатой легендарной историей. На заре цивилизации Древнего Египта, Индии и Вавилонии его применяли в культовых целях и для украшений. Большая поклонница этого камня Клеопатра любила украшать себя изумрудами и дарить их своим любовникам. Она верила, что изумруд способен сохранять молодость и красоту. Индусы верили, что изумруд обладает целебными свойствами и может лечить заболевания глаз, сердца и печени. Они считали, что изумруд способен предсказывать будущее и раскрывать тайны. Индусские астрологи носили изумрудные перстни, чтобы усилить свои способности. В Южной Америке изумруд был священным камнем для инков, майя и ацтеков. Они верили, что изумруд является воплощением богини Земли и плодородия. Они также использовали изумруд в своих ритуалах и жертвоприношениях. Самым знаменитым изумрудом в истории Южной Америки был Муза, огромный кристалл весом около килограмма, который был найден испанцами в 1560 году в Колумбии. Муза был похищен королями Испании, Франции и Португалии, а затем утерян во время Французской революции. В Европе изумруд был одним из 4 драгоценных камней, которые входили в состав знаменитого ордена Золотого Руна, основанного в 1430 году герцогом Бургундии Филиппом III. Орден Золотого Руна был самым престижным рыцарским орденом в Европе, который объединял высших представителей аристократии и монархии. Изумруд символизировал верность, честь и доблесть. Наиболее известный и крупный камень в истории носит имя Могольский изумруд. Его вес составляет 217,8 карат. Он был подарен бывшим королем Бразилии герцогу Деванширскому. Он известен тем, что одну его сторону покрывает орнамент из цветов, а на другой стороне вырезаны тексты мусульманской молитвы. По краям есть специальные выступы для закрепления камня на челме. Второй по величине – колумбийский изумруд, вышедший из шахты Муза, весит 206,9 карата и принадлежит семье ювелиров, представляющих американский бренд Beyko. Впервые его представили публике на ювелирно-часовой выставке Basil World 2013. Среди известных также изумруд Хукера весом 75,47 карата, вставленный в брошь компании Tiffany & Co. Он находится в Смитсонопском институте в Вашингтоне. Минерал, из которого он был изготовлен, был привезен в Европу из Колумбии еще в 16-17 веке испанскими конкистадорами. В конце 20 века на Мадагаскаре был добыт самоцвет весом 3600 карат, из которого впоследствии вырезали статую Будды.
А из изумруда темного оттенка массой 2680 карат была создана емкость для мази, что по сей день хранится в Венском музее. А в банке богаты хранятся ценные экземпляры изумруда весом от 220 до 1796 карат. Изумруд всегда был и остается одним из самых любимых камней многих знаменитостей и королевских особ. Эти драгоценные камни в ювелирных изделиях у знаменитостей можно увидеть очень часто. Украшения звезд, дефилирующих по красной дорожке или блистающих на приемах, завораживают поклонников не меньше, чем их шикарные платья. Среди поклонниц этого прекрасного камня можно назвать Элизабет Тейлор, Анджелину Джоли, Джулиана Мур, Наоми Кэмпбелл, Леди Ди, Виктория Бекхэм и многие другие знаменитости. Зеленый берил не смогли обойти и эзотерики. Они считают, что изумруд помогает владельцу бороться с агрессией и дурными наклонностями, супружеской неверностью и воровством. Считается, что изумруд избавит своего владельца от дурных наклонностей, принесет умиротворение и прогонит плохие мысли. Минерал поглощает энергию депрессии, стрессов и уныния, избавляет от ночных кошмаров и бессонницы, помогает гармонизировать энергетический баланс, притягивает благополучие, успех и изобилие. Он защищает от негативных влияний и усиливает интуицию. Изумруд также ассоциируется с четвертой чакрой, сердечной, которая отвечает за эмоции, чувства и отношения. Этот камень считается символом вечной юности, мудрости, надежды и любви. Изумруд считается покровителем раков, близнецов, тельцов, львов и рыб. А вот скорпионов камень будет скорее угнетать, чем вдохновлять. Таким образом, изумруд – это камень, который поражает своей красотой и богатой историей. Независимо от того, верите вы в мистические свойства изумруда или нет, его величие и важность в мире драгоценных камней трудно переоценить. Надеюсь, вам понравилось это увлекательное путешествие в мир изумруда. Делитесь своим мнением в комментариях, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр, с вами был Анатолий, всем пока.